Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня продолжение моего видео про самодельный септик на даче, где, как я и говорил, буду делать поле рассеивания, ну или по-другому так называемое фильтрационное поле. Сейчас уже жара спала, частенько льют дожди очень мощные, то есть вода вот в моей этой бочке фильтрационной, да, она постоянно стоит. Вот сейчас у нас стиралка работала, посудомойка работала, душ приняли, она почти подходит к сливу от бочки замкнутой. Поэтому, как я и говорил, я сделаю две ветки. Ну, пока я сделаю только одну, вот она будет под 45 градусов здесь подходить, вторая, если буду делать, будет здесь отходить. Пока сделаю одну из двух труб, да, по 2 метра. Почему? Потому что, ну, во-первых, объем земных работ довольно много, а я не буду копать. Вот так, я просто выпущу траншею под одну трубу, а потом посмотрю, как, может, она и одна будет справляться, может, и не буду делать. Поэтому пока буду делать одну. Вообще, конечно, по-научному, да, поле рассеивания делают, да, если у вас замкнутые обе емкости, то есть это должна быть емкость замкнутая, так же как та. То есть там первоначальная обработка бактериями, здесь вторичная, а уже более чистая вода. Можно и третью поставить, тоже замкнутую, и потом делать поле рассеивания, где более-менее чистая вода уходит и рассеивается. То есть можно было, вот у меня без дна, да, бочка фильтрационная, так назовем ее, да. Если она не справляется, можно, конечно, сделать было еще, поставить одну бочку. Единственное, что поставить ее надо было, конечно, подальше, да, вот где-то здесь, ну, чтобы вода, которая оттуда поднимается, да, грунтовая, здесь высасывала. Но я решил сделать именно с трубы поле рассеивания. Почему? Потому что здесь, когда будет вода подниматься, ну, не справляться фильтрация через этой бочки, вода будет подниматься и по ней рассеиваться, здесь она будет всасываться в землю. Ну, грунт будет часто всасываться, и здесь будет постоянно водонасыщенный грунт. Жена сказала, что она тут посадит, у нее уже планы свои, тут потом забор будет стоять вот так вот. Насаждения посадит, которые там много воды требуется, не знаю, как она там будет сажать свои посадки. То есть вот эта зона, ей нужна, желательно, чтобы было постоянно влагонасыщенное. Поэтому я решил сделать так. Вы же можете, в принципе, не делать, можете сделать, поставить еще одну бочку. Такую же, без дна, вторично, и, говорю, как уже сказал, подальше сделать и будет справляться. Это зависит от объема вашего потребления воды, которую вы используете. Ну, а, соответственно, в этой трубе от середины, вот так вот, здесь будет закрыто, а середина и нижняя часть будут насверлено много-много отверстий, ну и в одной в трубе. Труба обернута, я оберну спанбондом, у меня есть, вы можете обернуть геотекстилем, в принципе, любым материалом, который пропускает воду, но не пропускает грунт, песок и так далее, чтобы не забивались отверстия. А концовку я сделаю, ну, такая вот у меня еще тоже есть, даже без резиновой прокладки валялась. Я сделаю вот так вот, закрою. Здесь такая будет ямочка с щебнем. Это чтобы песок не попадал сюда. Вы же можете не делать, можно здесь чем-то поставить заглушку любую, можно поставить, можно даже тем же спанбондом закрыть. Главное, чтобы туда грунт не попадал. Так, ну вот я выкопал такую вот траншейку. Сейчас будем... Так, ну вот у меня уровень опущен, но я все-таки не знаю, посмотрю. Может быть, откачаю часть воды. То есть я буду делать... Изначально я хотел делать верхнюю часть по низу, но я буду делать сейчас по центру. То есть верхняя часть моей вводной трубы будет на середине этой. То есть сейчас замерим расстояние до середины. Это будет верхушка. Вырежу, может быть, это не буду откачивать. Получу выпуск. Поставлю уголок сюда. То есть выпуск будет делать сразу. Получу отметку. И получу отметку там, соответственно, в конце уклон. И сделаю... Ну, песочная подготовка у меня, в принципе, ну, если только больше выбрал. У меня, видите, песок.
я, может быть, и не буду подсыпать. Если у вас там не песок, а другое что-то, да, другой грунт, лучше делать сначала песчаную подготовку, а уже потом класть щебень. Но у меня щебня нет, я говорю, буду класть такой вот гравий, поменьше выберу его. То есть получу отметку и буду укладывать трубы. Вот я взял уже трубы, так вот отверстие наделал на одной, на второй трубе, но это половина, то есть она будет вот так стоять, вот. То есть нижняя часть, верхняя будет закрыта, а нижняя будет часть открыта. Ну и, соответственно, я замучу спанбондом. 2 раза у меня тонкий спанбонд. Вы можете там либо плотным материалом, спанбондом, либо геотекстилем. Любой материал, который пропускает воду, ну, который будет задерживать грунт и твердые частицы. Так, ну вот я сделал водозаборник, да. Ну, как всегда, выпуск сделал. Ну, у меня опять кусочек был какой-то трубки. Сделал его, техникуль обмазал. Здесь под 45 градусов, ну, потому что говорю, если буду вторую делать секцию, да, под 45 она здесь пойдет. Соответственно, здесь получается 45, а здесь тоже не было у меня уголка 90, было 45, но этого хватит. Здесь промазал все техноликолем, да, как и там в предыдущем видео видели, да. Здесь на месте тоже промазал техноликолем. Так, выложил вот, видите, да, подушку, ну, это не щебень, это гравий. Ну, у меня другого нету, как бы, из того, что есть, делаю, да. Ну, уклон, видите, да, у меня есть. Ну, тут не 2 сантиметра на метр, чуть побольше, ну, нормально, пройдет. Вот у меня получилась вот такая вот конструкция. Здесь такая небольшая ямка, да, как я и говорил, помните, закругляется с еще 45-кой. Ну, вот то, что получается. Вот так это выглядит у меня. Видите, обмотал я спанбондом, самым простым взял, по-моему, 17, что ли, плотность. Обмотал, 6-метровка, 1,6 метра был. Мне как раз хватило на одну секцию. Захватил скотчем местами. Сейчас буду засыпать песком, трамбовать и закапывать. Так, ну вот я просыпал песчаную подушку. Немножко ее утрамбовал. Можно еще, в принципе, пролить водой, чтобы она была протрамбована. Ну, у нас дожди сейчас, так что я не буду сейчас проливать. Обещают ливень, так что за ночь, я думаю, все это прольется само. Ну, а сейчас можно засыпать обычным грунтом, как и планировали. Можно здесь какой-нибудь цветничок делать. Ну вот я засыпал. Ну, тут жена, как я уже сказал, хочет цветник, либо что-то посадить с теми растениями, которые воду любят. Здесь вот так это выглядит. То есть у меня опуск, как я и говорил, верх выхода, середина этой трубы, то есть осевая отметка. Ну и, соответственно, уклон. Здесь, соответственно, сделал трубочку, ну это чтобы воздух не скапливался. Ну вот, в принципе, и все, что хотел вам во второй части видео рассказать. Посмотрим, как будет справляться. Как вы видели, я оставил место для второй зоны. Ну, если будет справляться одна, то, соответственно, я не буду, наверное, вторую делать. Здесь как бы дожди идут, но пока вроде бы даже еще бочка фильтруется. И, ну, полную я пока не видел. Ну, может быть, когда ливни только будут. Всем спасибо за внимание, дорогие друзья. До новых встреч.